Всех приветствую на своем канале. Мы находимся в помещении для кроликов, а точнее в теплом помещении для самок. И мы продолжаем создавать комфортные условия для наших самочек, чтобы они спокойно кролились и приносили нам потомство. Ну а теперь более подробно я вам расскажу, чем конкретно я занимаюсь здесь, какие комфортные условия я создаю для своих самок. Я им делаю клетки из сетки. До этого у меня были клетки деревянные. Ну, сетчатый пол, но клетки были деревянные. Маточники также были деревянные. Но тут я решил сделать полностью все из сетки. Сетка у меня ячейка 25 на 25. Толщина прутка 2,5 мм. Достаточно таки серьезная клетка. Достаточно такой плотный прут. Кстати, такая новая сетка будет очень дорого стоить. Но нам она досталась подешевле. Раньше эта сетка использовалась для содержания нутрий. Хозяева продавали. Мы ее купили. Сетка, скорее всего, еще даже советская. Очень нам нравится, очень плотная. Вот, теперь о размерах. Сразу скажу, учитывайте размеры, исходя из кроликов. Если у вас кролики маленькие, такие как рексы, то, соответственно, большие клетки делать не стоит. Если у вас такие же породы крупные, как у меня, французский баран, немецкий пестрый великан, то, конечно, им нужно клетку, конечно, побольше. Потому что им нужно где-то развернуться, где-то развалиться. Плюс, если малыши начнут вылазить, им тоже нужно место, да, побольше. Потому что скучность тоже не есть хорошо. Вот. Ну а теперь давайте перейдем к размерам. Размеры у меня 1,40 м. Это клетка двойная. 1,40 м делим пополам по 70 сантиметров на каждую самочку. Общая ширина 1,40 м. Глубина у меня выходит 90 сантиметров. Ну, в принципе, этого достаточно. Высота у меня 45 сантиметров. Можно было, конечно, сделать и чуть меньше, но я почему-то решил, пусть им будет повыше, чтобы они могли разогнуть свою спинку, вытянуться. Вот. Все это дело мы скрепляем на скобы. Вот у меня есть такой инструмент, это клипсатор. Это клипсатор с AliExpress. Видок у него, конечно, такой брутальный. Вот. Но единственный минус тоже есть. Я не знаю, как другие клипсаторы, да, но этот не дожимает сетку до конца. Возможно, и другие также, но вот этот не дожимает. И приходится использовать вот такие вот щипчики. У электриков такие щипчики, потому что простыми плоскогубцами не зажмешь, ну а такими зажимаешь. Поэтому времени уходит на делку вот этой клетки гораздо больше, чем я планировал. Вот. Крышка также из той же самой сетки 25 на 25. Я сделал 3 таких вот отделения сетки, чтобы она открывалась. Открывается она, либо можно открыть вот так. Здесь будут стоять маточники и свободный доступ к маточникам. То есть можно маточник закрыть от самки, она там будет бегать. Ну а здесь можно рассматривать все, что там в маточнике, всех питомцев. Если хотите открыть сетку и достать, вернее открыть клетку, да, и достать оттуда самку, делается это вот так вот. Все. И вот так, все. Здесь все, пространство полностью открыто. Здесь можно доставать самку. Дальше у меня здесь перегородка. Потому что здесь будет сидеть одна самка, здесь будет сидеть другая самка. Можно было, конечно, использовать железо, но железа у меня нету. Поэтому я использовал все, что у меня есть. Это фанера. Но я думаю, она тоже прослужит очень долго. Это у меня сенник. Сенник я сделал обязательным для себя, потому что я и до этого использовал сено. И в эти клетки я тоже встроил сенник. Вот здесь вот сделал такой типа уголка, потому что сетку к фанере мы никак не прикрутим, потому что она заузится. Ну а за счет этого уголка у нас получается ровный сенник. Все, сюда мы накладываем сено, здесь у нас будут маточники. В принципе, ничего сложного. За день эту клетку, в принципе, можно собрать одному. Если кому интересно, пишите в комментариях. Я обязательно выложу детальный обзорчик на эту клетку, как я делал, как я фиксировал. Ну, в общем, полностью детально сборку клетки, если вам, конечно, это будет интересно. Все, потом все вот так вот закрывается. Хоп. И все.
Ну все, друзья мои, осталось дополнить нашу клетку необходимыми атрибутами для кроликов. Открываем клетку. И первое, что нам нужно, это маточник. Ну, это приблизительно. Я вам, чтобы показать, как это все будет выглядеть. Маточник, конечно, будет из фанеры. Он будет полностью закрытый. Ставится он вот сюда. Вход сделаем где-нибудь здесь. Ну, либо здесь, там посмотрим. Самка будет заходить, здесь будет кролица, выходить. Здесь все будет закрываться. Места, как вы видите, для самки вполне достаточно. И даже если крольчата там месяц там им будет, они здесь будут самка бегать, также места будет достаточно. Следующим атрибутом является кормушка. Кормушка будет устанавливаться здесь, ну либо здесь, а может быть даже здесь. Вот так кормушка отходит. Вот так здесь кормушка. Ну и конечно же обязательно поилочка. И поилка где-нибудь будет устанавливаться здесь. Я не использую ниппельное поение, ну, потому что у меня помещение маленькое, и мне емкость подвешивать в принципе некуда. Ну, и пусть вот здесь вот будет кормушечка. Вот так вот она будет кормушка. В принципе, для самки все удобства. Маточник, кролись не хочу. Ну, скорее всего, вход будет здесь, чтобы здесь не мешать. Здесь покушала, здесь попила. Все хорошо. Что касается пола. Многие жалуются на сетку 25 на 25, что маленькие крольчата, ну такие где-то месяц-полтора, проваливаются лапки и так далее, наносят себе травму. Ну и также, в принципе, на голой сетке я самок, да вообще кроликов, в принципе, не держу. Для этого случая у меня есть трапики, вот эти покупные трапики будут устанавливаться, чтобы самка могла спокойно отдыхать, чтобы лапки ее отдыхали. Вот, будет приблизительно выглядеть так. Если у кого нету покупных трапиков, есть другой вариант. Из обычных ящиков вырезается дно. И все это на проволочку будет фиксироваться. Это бесплатный вариант. Также у меня есть ролик на моем канале, как сделать бесплатный трапик из ящика. Вот приблизительно так все будет выглядеть. Но когда малыши начнут вылазить, соответственно, всю площадь клетки мы не перекроем. Соответственно, когда они будут маленькие, здесь будет солома. Все будет застелено соломой. Потом уже, когда они станут чуть-чуть больше, тогда мы поставим уже трапики. Ну, а так, скорее всего, будет солома. Вот. Клетки большие и поддоны для таких клеток, ну, я в принципе делать не буду. Я хочу сделать стоки, то есть клетка будет находиться от пола сантиметров 30-40, и под ними я хочу сделать вот такие вот стоки, чтобы когда малыши, либо сама самка писали и какали, все это стекалось в одну емкость, и я просто шел эту емкость, выбрасывал и ставил обратно. Соответственно, запаха аммиака ничего не будет. Будет это выноситься ежедневно. Плюс еще вентиляция. Соответственно, запаха в помещении быть в принципе не должно. Я собираюсь сделать двухъярусные клетки. Это здесь у меня будут сидеть самки с малышами. Ну а когда малыши будут подрастать, я их буду пересаживать на верхний ярус. Верхний ярус я также буду делать полностью из сетки. И также планирую сделать стоки. Ну, конечно, идеальной эту клетку назвать нельзя, да. Но я считаю, для меня она идеальная. Я ее сделал своими руками. Ну, я считаю, что она для меня очень даже хороша. Конечно, со стороны виднее все косяки. Как бы, если вы что-то нашли, что-то думаете у меня не так, обязательно напишите в комментариях. Ну, и я постараюсь это исправить. Вот. Если вам понравилось это видео, ставим пальчик кверху, подписываемся на канал. Берегите свое здоровье, любите своих кроликов, и все будет круто. Пока-пока.